Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Старшая сестра». Наша старшая сестра немножечко недовольна, перед ней кучка мусора, я так и не поняла, откуда она появилась, но это не важно. Сегодня у нас большой день, как обычно, большой день, потому что средняя наша сестра заканчивает первую неделю обучения, и я хочу проверить, права ли я была, выбрав такую стратегию, что там домашнее задание заранее учить, за выходные. Она, кстати, успела ребенка родить за это время, который вот у нас там наверху в люлечке лежит. Так вот, и не переезжая в кампус, можно ли 3 предмета спокойно выдержать студенту и как бы хорошо себя показать? То есть получит ли она А с минусом, ну хотя бы А с минусом должна получить, я очень надеюсь. Мы сегодня это выясним, потому что она сейчас пойдет на второй свой экзамен, то есть на второй свой предмет. Потому что третий предмет она уже сдала презентацию, а на один она уже сходила, и сейчас у нее последний, как раз-таки в пятницу, по-моему, вечером у нас вылезет эта плашечка с оценками и с вопросом о том, будем ли мы продолжать. Наша старшая сестра сейчас немножко возмущается по поводу грязи на полу. Кстати, надо уже наконец-то купить пылесос. Посмотрим, как будет быстро образовываться пыль, и как она будет быстро убираться и так далее. В общем, посмотрим. Приведем немножечко более такое похожее на жизнь, их жизнь. Надо немножко еще подсобрать в саду там кое-какие детальки. И я, конечно же, думаю, что вы уже видели. Я, конечно же, хочу показать наше новое жилище. Как я и говорила, я хочу более светлое жилище, новая кухня наша. Ну, что я вам могу сказать? Вот эта кухня, это прям то, что я очень хочу такое себе в жизни, такую кухню. Мне она очень понравилась. Эти ящички, эти деталечки, потертости, это просто что-то невероятное. В общем, у них новая кухня, такая вот маленькая, скромненькая, но вроде все, что нужно, у них и есть. И вот такие смешные шторочки у нас получились. Вот такой вот у нас стол тоже из нового обновления, по-моему, этот стол. Вот, его создавали кто-то из этих, ну, не разработчики, а как раз таки мододелы. И я долго думала, что же сюда поставить. В итоге поставила большой замок, потому что у нас вечно много детей. У нас уже есть малыш, который скоро вырастет до тоддлера. Вот что это такое, я так и не поняла. Кстати, я брала для накачивания мышц. Ну ладно уже. Здесь я практически ничего не меняла, по-моему, только тут чуть-чуть добавила, и в итоге у меня кончились деньги, на самом деле. Но сейчас мы соберем все наши растения, и я думаю, у нас появятся деньги дополнительные, мы все доделаем. У нас, кстати, тут такая осень. Как-то немножко грустненько. До комнаты я не добралась. Единственное, что я наконец-то... Ой, эти гномы, надо их, наверное, все-таки поубирать. Теперь у нас есть полноценная ванная 1, полноценная ванная 2 с туалетом и полноценная ванная 3. У нас теперь 3 ванных комнаты, потому что народу много, вечно кому-то хочется в туалет, когда 2 ванны заняты. Поэтому, наконец-то, у нас есть целых 3 полноценных красивых ванн, где есть все необходимое, даже немножечко декора. И вот как раз на этом деньги мои и закончились. Вот, поэтому как бы комнаты, они до сих пор еще такие немножко голячные, но ничего страшного, я надеюсь, ничего страшного. Так, давайте, что мы будем начинать. У нас наша барышня сидит, готовится к экзамену, но она сейчас уже пойдет. Наш малыш спит, да? Он же спит, правда? Сейчас давайте проверим на всякий случай. Да, малышок спит. Его охраняет собака, его сон. Это хорошо. Ой, она почесалась. У нас тут, как обычно, куча шерсти. Так, а куда ты шла? Давай-ка ты выброси, пожалуйста. Ты шла покушать, наверное. Давай отправим тебя покушать. У нас же что-то есть, вроде бы должно быть. Да, у нас вроде что-то есть, но не так уж много. Хотя у нас тут есть индейка. Это хорошо. Давай тогда лапшу с чесноком доешь. Все равно одна порция осталась. Так, и тогда иди собирай, потому что нам нужны деньги. Что такое? Так, ухаживать за садом и собери весь урожай. И мы купим пылесос. Мне очень хочется посмотреть, как это все происходит. Я чуть глянула, но не так детально. Не дождалась пыли, на самом деле. Так, запускаемся. Да, я знаю, тяжело готовиться к экзаменам за час до экзамена.
Вот она, что она просто готовится к предмету. Но это иногда надо делать. Так. Что, конечно, я говорю, ой, как обычно. Наша собака оставила нам плюшечку. А я еще не схватила. Не могу ее схватить. Что такое? Ну, я не попадаю просто. Большая еще такая подробность. Большая плюшечка. Видите, нас оповещают, какая именно. А где наша старшая сестра? Она что, пошла наверх кушать? Серьезно? Она решила составить компанию. Так, она очень внимательная. Это, кстати, полезно, я думаю, при сдаче экзамена быть очень внимательной. Так, наша Терри вернулась. Терри с уверенностью сдает домашнее задание, выжимает из лекции все знания до капельки. Такое усердие наверняка будет вознаграждено хорошей итоговой оценкой за предмет. Отлично. Вроде как у нас все хорошо. Посмотрим. Так, ты, по-моему, у нас хочешь кушать, и мне кажется, что твой малыш скоро заплачет, потому что он давненько уже проснулся, так что давай кушай. И немножечко побудь мамочкой и поваркусь со своим сыном. Да, у нас же сын. Так, это надо выбросить. Ну, у них тут, кстати, наконец-то маленькая зона барбекю, которую я и предполагала изначально. Она у них появилась. Так, что у нас тут? Сальтимбока. Что это такое интересное даже? Так, иди кушай сейчас. А, нет, еще не сейчас придут старшие. И в душ ты хочешь, и помыть, и пописать, и помыться. Куча всего хочешь. Я в курсе. Так, ну сходи тогда в душик. Пока вроде малыш позволяет. Так, кстати, надо обратно вернуть нашу автоматическую систему, потому что все источники света. Потому что у нас, конечно, счета конские за этот дом. Мы, конечно, много зарабатываем за счет нашего садика. Но и счета у нас далеко не маленькие, вообще не маленькие на самом деле. Так, давайте, кстати, шерсть оставим. Мне даже интересно, ее засосет пылесосом или нет. Или пылесосом засасывает только специальную пыль. Мне прямо интересно. Ну, скорее всего, только специальную пыль. И, кстати, что-то тут поблескивает все время. Я так и не поняла, почему. Ой, она до сих пор, кстати, в пижаме ходит. Ой, включи наушнички, пожалуйста. Тут что-то как-то грустнятишь. А чё у тебя тарелка осталась? Потом же будешь с плохим настроением ходить, потому что она вонять начнет у тебя в багажнике. Тык. Так. Включить. Другие варианты. О, как тут много музыки сейчас уже стало. Так, слушаем музычку. Сейчас детки старшие придут. Им надо будет, наверное, помогать. Надо срочно уже делать эти все проекты и как-то им вырастать. Надо, кстати, еще 10 тысяч накопить и все проекты сделать. Я думаю, кстати, за неделю мы успеем, потому что они уже отличники, у них уже есть часть проектов сделанная. И я думаю, мы успеем. И они вырастут. Посмотрим, какая у них будет судьба. Слушайте, а малыш до сих пор так и не заплакал. Обалдеть. Так, ты собрала все все растения. Отлично, сейчас мы их продадим и немножечко докупим вещичек. Так, у нас теперь вот такой вот смешной розовый пылесосик. Посмотрим, как у нас быстро скопится пыль, чтобы навести порядок в нашем доме. По-моему, его нужно в багажник класть, правильно? Опустошить пылесос. Нет, да? Да, вот, его можно положить в багаж, и когда у нас скопится пыль, мы посмотрим, как оно будет пылесосить, потому что дом, конечно, гигантский у нас. Но, кстати, со всеми этими изменениями он мне стал нравиться еще больше, он стал такой светлый, просторный. Я, в принципе, в восторге от него, от этого дома. А сейчас прям в полном восторге. Так, чего ты у нас передумала? А что ты передумала? Тебе надо сходить в туалет. С малышом все хорошо, сейчас мама его освободится, поэтому ты сможешь спокойно заниматься своими делами. Вообще сейчас придут старшие школьники наши, надо будет им помогать заниматься. Так, мамаша, идите хотя бы немножко займитесь своим ребенком. Я думаю, вам надо налаживать отношения. Так, баюкать. Нет, зачем баюкать? Он чем такой довольный лежит? Класс. Крутить рожи, ласкать, барковать.
Что еще можно? Повзрослеть, поговорить, хвастаться. Нет, не надо. А, ну и посмотрим дальше. И хороший какой. Довольный такой, лежит сам в кровати. Никого нету вокруг. Если на кого он все-таки похож. Такое ощущение, что у него сережки, нет? Так, мама пришла. Та-дам. Мгм. Так, о, Генри. Так, лучший ученик. Соня может гордиться. Заработанной пятер. Ага. Детки вернулись. Старшие детки вернулись. Кстати, я пока не знаю, кто останется после взрослых. А что такое? А что это такое? Они уставшие после школы, ясно. Все понятно. Так, у него нету творчества. Творческий кризис. Ну иди занимайся чем-нибудь творческим. Раз у тебя творческий кризис. Мы в прошлый раз пытались создать новый трек. У нас не получилось. Давай создавай новый трек. А ты просто очень напряжен, на грани срыва, перепада настроения. Какой кошмар. Ну иди тогда позанимайся программированием, ты станешь супер внимательной, и я думаю, тебя попустит немножечко. Я же нажала, да? Так, и играть программирование. Только взломать может? Вообще ничего не может, ясно. Так, иди прими ванну, пенную причем. Тебе должно помочь. Тебя должно попустить. Так, и что? Наша Шерри... Куда ты идешь? А, ты идешь помыть посуду. Хорошо. Никто не хочет, короче, домашку делать. Ну ладно. Кто у нас тут? Ага. Все недовольные, расстроены. Я люблю их походку. Вот это такое. Так, нам нужно все-таки решить вопрос, вязать под музыку. Нам нужно тогда купить что-нибудь музыкальное. Я думаю, кстати, надо приставку купить. У нас сейчас денег хватит, надо, конечно, немножечко оставить на счета. Но в целом мы можем себе это позволить сейчас. Итак, у нас появилась музычка, у нас есть игровая консоль. Так что давайте включим музыку. Давайте включим ретро. Конечно же, что же другое? Я могу слушать ретро. И садимся и вяжем. Для нашего малыша можно что-нибудь взять. Одежду. У нас есть продолжить какой-нибудь. Желтый комбинезон для младенца. Ясно. Давай тогда продолжай. Так, музычка у нас играет. И у нее, по-моему, в наушниках музычка играет, да? Да, наверное, выключить этого не кажется. Она не выдержит такого напора. Так, выключить, пожалуйста, выключим. Кто он плачет сверху? Так, стоп. Что происходит здесь у нас? Кто у нас тут плачет? Кто-то... Ага, она страдает. Ясно. Этот миксует музычку. Эти... Что эти? У этих все в порядке, да? Удивительно. У меня вечно малыши все нервничают как-то. Что-то за ними происходит, а этот такой лежит, у него все окей. Так, оценки еще не пришли. Поэтому надо чем-то позаниматься, на самом деле. Надо найти что-нибудь полезное, пока у нас не пришли оценки. Логика. О, давайте логикой позанимаемся. Заодно это настроение немножко улучшится. Будем сидеть ждать оценки. Так, остальные. Что у нас? У нас Соня что-то вообще не в настроении. Она очень напряженная. Очень. А ты помылась вообще или нет? Или ты просто зашла и страдаешь, стоишь, а? Я так понимаю, что она так и не приняла пенную ванну. Давай, принимай, пожалуйста. Прям в этом, в школьной форме. Отлично. Я считаю, это так, как и надо. В этом что-то есть. Пенная ванна в школьной форме. Да, да. Тут что-то творится. А вот и, ну, ты серьезно? Она только отошла, вот только отошла. А что ты, кстати, недовольна? А у тебя от этого не поднимается настроение, да? Ну и ладно. Так, ты вернись, пожалуйста, потому что
Твоя малышляндия, с которым ты только что стояла, ты над ним, как этот, замерла как коршун и ждала, пока у него что-то случится. Он ничего не делал. А сейчас ты ушла, и все случилось. Давай, покорми его. Я что, опять не нажала? Так, покорми его. Ты же можешь даже грудью покормить. Это всегда полезнее. Так, ну давайте. Да, да. Давай, иди кушай. Раз у тебя не поднимается настроение, тут музычка играет, тут люди есть, тут светло, хорошо. Иди занимайся делами. Съешь эту симбиоку или что она там. Тебе надо делать домашку, тебе надо делать... Так. Ну что, тут выполнилось желание-то? Ну вот, она же вяжет под музыку, ну что это такое? Металл? Нужно на металл переключить? Серьезно? Вы уверены? Давайте переключим. Послушаем заодно металл. Так. Смени станцию, пожалуйста. Где-то он такими большими буквами. Металл. Ну. Так, малышок уснул. Подождите, наш малышок уснул, да? Ты выполнил все свои действия? Угу. А оценок так и нету. Ну, ждем, ждем. Я помню, что они в пятницу должны быть. Может, где-то в час. Так, у нас еда заканчивается. Это как бы камень в огород нашей Шерри, что у нас заканчивается еда. Так, вот все взрослые собрались, у нас музыка играет, телек работает. Все как в большой семье. Все вокруг шумит, включено. Малыш спит, и уже хорошо. Ну, слушайте, что мне не выполнять? Или надо довязать? Моя любимая походка. Так, он выключил телек. А что ты выключил телек? Ты уже все? 1 час. Так, а чего он пошел туда, интересно, мыть? Так, он громкий у нас. Фраза детства. Так, у тебя все хорошо, значит, иди домашку делай. Что ты... Так. У собаки все хорошо. У всех все хорошо, смотрите. Все, конечно. Ну, кроме Сони, да, она недовольна. Я 5 с минусом, слушайте. Я к этому предмету готовилась, и она получила 5 с минусом. Ну что это такое? Как так-то? Так, ну хорошо, клеточная жизнь, сила воды, планета Земля. Хорошо. Общий балл 5. Ну ладно. Да, записаться на новый курс хочу. Давайте выбирать. Так, по-прежнему у нас биология. Должна зарегистрироваться на 9 предметов. Может попробовать 4 предмета? Как вы думаете, у нас получится? Или 3 предмета и факультатив? Ей нужно, кстати, экстремальное вязание. Так, нет, тайны слишком реалистичны. Картины нет. Призрачный орган. Пакости флот, моделирование. Нет. Мифы, баги, обаяние. Нет. Нет. Импровизации нет. Нет. С комедией. Вот. Вот это и надо. Так. Итого у нас 9 предметов. Ну, попробуем. Попробуем какие-то 4 предмета. Я думаю, у нас получится. Давайте. Так, дома остаемся. Заплатить из бюджета платить. А что у нас? У нас еще на 1 предмет больше я в этот раз взяла, поэтому стипендии. Это у нас уже есть все, 260. Все есть. Так, ну окей. Так, мы заплатили. А что он не доела, идет уже мыть, что ли? Так, давайте посмотрим, что у нас теперь с расписанием. Университет Бриджестера через 4 дня. Через 3 дня. Так, у нас курсач, он дольше всего делается. Он делается вообще просто... У нас 2 курсовых? Серьезно? Серьезно? Еще и презентация, с ума сойти, блин. Эти вот курсовые не делаются какое-то гигантское количество времени, просто нереальное. Курсовую, ну давай делай курсовую.
Писать, конечно. Ох, зачем я на это все согласилась? Ай. Что у нас? Мини-дома, молекулярная биология, сдать выпускной экзамен, домашний так. Что у нас тут? Генетика и поколение, сдать курсовую, подготовка к дебатам. Тоже курсовая. Что это за этот? Как его? Ну как его? Дополнительный факультатив, на котором нужно курсать делать. Блин. Ну ладно, хорошо, у нее сейчас все хорошо, иди и делай. А у этой все плохо, да? Этот идет домашку делать. Ну что это такое? Она идет к собаке, да? Вот этим, вот этой походкой. Ну, хоть собака обнимет. Вот так вот. Чё, не улучшится настроение? Нет? Серьезно? А что она хочет? Выкрикивать запрещенные? Ну, повыкрикивать запрещенные слова. Ну, слушай, надо как-то снять это напряжение, потому что невыносимо. Просто невыносимо уже. Она очень напряженная. Видите, у нее все здесь хорошо. И ванная, все прекрасно. Но еще ванную. Ванну с наполнением. С каким наполнением? Давайте примем ванну. Да-да-да, с наполнением. Я, кстати, забыла вообще, что для чего. Там уже какие-то есть определенные ванны. Только посуду она за собой не помыла. Негодяйка. Никогда не перестану смеяться над этой походкой. Так, это домашку учит. У него с досугом все не очень, но пока нормально. Так, давайте посмотрим, что у него тут с... Так, раз, два, три. 3 только. Еще 4. Гениальный персонаж Соня получает усилитель для думаю сейчас. Что? Что за... Ой, нет, не то. Я хотела вот это. Делай, пожалуйста, потом. Начать аккуратно работать. Так, что у нас здесь происходит? О, наконец-то, ну наконец-то, слушайте. Ну, потому что это было невыносимо. Делай домашку, пожалуйста. И у нее тоже раз, два, три, 4. У нее тоже 4. Проект для вязания закончен. И что, мы вот все слушали музыку. И я так понимаю, что ничего это не помогло, да? Да, вязать под музыку. Настройте стереосистему, начните вязать. Может, под музыку в стиле металл. Мы вязали, наши пальчики устали, и ничего не поменялось. Давай еще раз вязать изделие. Давай самое маленькое что-то. Где такую игрушку? Свяжи, пожалуйста. Синий медвежонок. Давайте. Я добьюсь этого. Я хочу ужасный свитер. Так, это тут... А что у нее здесь? Чем ты недовольна? Она как обычно у нас. Она у нас сердитая, да. Барышня у нас такая. Ну, такая. Так, университет, курсовая работа, писать. Сейчас она подготовка... она как раз подготовку к дебатам. Нет, генетика и поколение. Я неправильно. Что-то я неправильно сделала. Так, университет, курсовые. Курсовая, писать, доказательства, подготовка к дебатам. Она же у нас хочет стать академиком, достичь 3-го уровня научных исследований и дебатов. Вот, поэтому надо ее немножечко продвигать в этом плане. Так. Что он ругается? Всем что-то не нравится. Я тоже могу поругаться. А что она не вяжет? Вот, начала вязать. И это они утверждают, что это металл? Ну, я бы так не сказала. Какое-то немножко странное у них представление. Прям идеалистическая вечерняя картинка. Сидите дома, учатся. Это вяжет старшая сестра. Эти учатся.
Итак, возвращаемся в нашу семью. У нас прошло уже 1,5 дня с тех пор, как я вас оставила, потому что вчера, в общем, весь день все учились бесконечно, бесконечно, все это происходило. Наша Терри закончила, кстати, все свои курсовые работы, сегодня мы их сдадим, а также она сделала презентацию. Все-таки вот эта технология того, что нужно начинать в пятницу уже заниматься со всеми занятиями, она работает. Нам осталось только сделать все 4 домашних работы за сегодня. Еще нам нужно вырастить малыша, потому что уже пришло время ему вырастать. И мы заодно посмотрим, на кого же он похож, кем он будет, какого цвета у него будут волосы, черные, рыжие, блондинистые, может, зеленый. В общем, посмотрим, какой у нас вырастет малыш. С ним немножко прибавится дел, поэтому, ну, у нас есть для этого старшая сестра, она, собственно говоря, для этого сейчас убирает весь наш сад, чтобы освободиться и заработать денег. И, ой, нет, я не хотела этого делать. Еще я хочу сказать, что эти образы жизни — это какая-то каторга, потому что они мне бесконечно портят настроение. Это какое-то просто кошмарище. Я от них устала, честно признаюсь. Вот честно признаюсь, потому что они постоянно портят настроение моим симам, постоянно все не так, все не то, и не вот так. Просто вообще какой-то, говорю, беспробудный кошмар, если честно. Мне это начинает надоедать, потому что они сами появляются, эти образы жизни, и потом, когда я не выполняю какие-то действия, они начинают портить настроение, а я не понимаю, какие действия нужно делать. В общем, какой-то кошмар и ужас, если честно. Так, теперь нужно сходить в туалет. Тут у нас уже кое-кто проснулся, кое-кто не проснулся. У них у всех проблемы с общением, это тоже, конечно. Их 4 взрослых человека живет в одном доме, и у них бесконечные проблемы с общением. Это э, какой-то парадокс. А еще они сделали все домашки дополнительные, и меня это пугает, потому что они отличники, они сделали всю домашку. Осталось только денег накопить, но мы сейчас потратим на самом деле деньги. У нас есть уже 7 000, нам нужно 10, чтобы было 1000. Но за счет того, что у нас сегодня уже вырастает один малышок, нужно все-таки, чтобы ну, как-то по очереди все росли, а то как-то слишком быстро получилось. Всего неделю они побыли в старшей школе или 2 недели. Нет, наверное, 1 неделю всего. И все, они типа такие: «Хе-хей, мы готовы дальше идти». Так, и фестиваль юности. Не надо фестиваль юности. Так, он тоже там общается по телефону, потому что у него тоже проблемы с общением. У них у всех проблемы с общением, просто у всех. Это какой-то, я же говорю, это какой-то парадокс в нашей жизни. У нас, кстати, тут зима уже скоро будет. Ну, что ты стоишь перед холодильником? Сейчас все придут, причем все голодные, все сейчас придут. Хлопысь. Так, давай иди тоже кушай и заодно пообщайся со своими сестрами. Потому что тебе тоже нужно как-то немножко разнообразить свою жизнь и пообщаться. Он тоже, кстати, уже выполнил все задания, все дополнительные. Так, подожди. А Соня у нас идет кушать? Или она тоже сейчас скажет: «Ой, ты тут стоишь передо мной, я не пойду вообще никуда, потому что ты стоишь перед холодильником». Нет, все в порядке. Ты идешь, да, за стол? Хорошо, пообщайся, пожалуйста, с ней. У нас, кстати, тут кучу шерсти уже накопилось. Давайте обсудите хоть что-нибудь. В общем, пообщайтесь хоть немножечко. Так, хорошо. Все, ты не идешь? Нет, идет. Не идет. Серьезно. Вот он уже сел, понимаете, кушать, а она такая: «Ой, нет, мне не нравится». Он тут стоит. Угу. Да-да-да. Да-да-да, мы это уже слышали, мы это уже проходили. И потом начинаю общаться с братом, потому что вам нужно немножечко повысить общение. Пародируй русалку, хорошо. Мне все равно. Как-нибудь пообщайтесь, пожалуйста. Кто тебе звонит? Вольгант, да мы же с тобой уже вроде расставили все точки над «и». Ты не подходишь. Ты какой-то странный был. Так, ну что, общайтесь со всеми. Все, давайте. Повышайте свое настроение, потому что она тут напряженная из-за того, что друзей в жизни считает, что друзей должно быть определенное количество, желание быть дома. Вы вроде бы у нее... А что ты там стоишь? А? Так, а что она в летнее переоделась? Странно. Так, давай ты тоже иди, тогда кушай и пообщайся с... Раз у нас все так хорошо... так, малышок пока спит. Мы сейчас все как раз покушаем. И И пойдем растить малыша, посмотрим, какой он. Заодно продадим все и все необходимые для
Тоддлера эти. Кого эти? Вы меня поняли. Кошмар какой. Так, ну, короче, у нее ничего не поменялось вообще. То есть вот просто, ну, вот так вот. И опять нам Вольга звонит. Достал он уже немножечко мне. Что ты хочешь? Какую ванну с наполнением? Хорошо, давайте примем ванну с наполнением. Лавандовая пена. Давайте в лаванде она покупается. Может, ее попустит наконец-то. И после этого, кстати, что у нас здесь? У нас здесь превосходно. Кстати, нам можно сдать курсовые работы, чтобы не забыть. А то я так пару раз, кстати, такая классная, сделала все курсовые задания и забыла их сдать. Отправить, точнее. Так, писать у нас тут превосходное качество и превосходное. 2 раза всего над ними поработала. Давай, дай, пожалуйста, одну курсовую работу. Так вот, я забыла сдать курсовые работы, и, конечно же, мой сим получил там самую ужасную оценку, его, по-моему, типа исключили. Я прям молодец в этом плане. Так, и тебе нужно делать домашку, потому что у тебя 4 предмета, 4, которые ты сейчас не можешь делать, потому что ты мега напряженный. Все. Так, это мы спрячем. У нас же все превосходно, да? Превосходно, нельзя продать. Да, мы потом сходим ее защитим. Так, все, давай. Снимай напряжение в ванной. Так, Генри у нас уже... А что он ходит? Туда-сюда, туда-сюда. А, он просто так решил, да? Угу. Окей. Так, Генри. Итого, у него получается, он отличник, он сделал всю домашку, все дополнительные задания, он вообще типа молодец. И он должен играть один час на музыкальном инструменте, находясь, он сейчас очень вдохновленный. У нас есть пианинка, иди играй, учись. Так, Соня, ей не хватает общения. А что ты сейчас только что делала вообще? Ты, по-моему, сидела и общалась со своими родственниками. Но, видимо, нет. Ну, позвони, пожалуйста, просто поболтай. Так, она тоже получается у нас отличница. Она у нас закончила все проектики, да. Так, теперь нам нужно стать взрослым, отлично. В карьере технического специалиста создать видеоигру или приложение. Ага, вот это вот у нас. Так, ну иди, занимайся своим программированием. Нам же нужно все-таки дойти до создания, пойти на терапию в образа жизни, программирование, создать начать подработку, написать плагин. Подработку. Что за подработку? Ну, посмотрим. Что я хотела? Я посмотреть хотела. А, у нее тоже какой-то прилепился к ней образ жизни. Тынь-тынь-тынь, манеры, ответственный, молодец. Вот, технарь. Она теперь взаимодействие с технологиями дает различные преимущества, предпочитает технологии объектам без электрической составляющей. Ну, короче, осваивает программирование и ракетостроение. Может прокачать компьютер, восхищаться вычислительной мощностью. Ну, короче, ладно. Ей это подходит. Надеюсь, оно не сделает что-то плохое для нее. Опять. Так, все заняты своими делами. Наша старшая сестра немножечко в расстройствах. Что у меня тут что-то с этим? Я же тебя отправила. Чё ты? Куда вы все скопились? А, она решила помыть посуду. Молодец, конечно, молодец, ничего не скажешь. Давай, иди к малышу, он как раз проснулся. Давай, взросли его, посмотрим, каким он станет. Повзрослеть. Ждем-с, 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 каким же он станет. Итак. Угу. А у нас свет. А что он раздвоился? Обалдеть. Собака гавкает, там пианино играет. Ну, та-дам. Так, наш Алекс взрослеет. Теперь можно... Он прилипчивый, легкомысленный, независимый, капризный. Давайте он будет любознательным. Так, окно. Давайте посмотрим. Кто у нас? Кто у нас? Кантор, кто нам прислал поздравления. Куда ты его понесла-то? Мы его рассмотреть хотим. Как она на нее посматривает. Так, ну, он блондинчик. Симпатичненький блондинчик. С темненькими глазками. Ну, интересно. Интересно, кто же отец данного бэйбика. А что у него глазки косятся как-то странно? Вот так вот. Хорошенький такой. В общем, вот такой у нас теперь малыш есть в семье. Какой-то он странный, немножко угрюмый. Хо-хо. Это что такое? Что за...
Так, похоже, тут все пришли нас поздравить, они немножко слиплись. Так, Терри, ты вообще должна идти другим заниматься. У тебя так ничего и не отлегло. Замучили мне эти образы жизни. Надо с ними что-то делать, потому что это какой-то кошмар. Это addiction такой персональный мой. Они мне очень мешают, они очень портят настроение. Ей надо учиться, потому что полдня осталось, а ей нужно, кстати, вычислить, какие первые домашки нужно сделать. Так, сейчас мы немножко переделаем спальню нашей Шерри, чтобы здесь малышу можно было побыть. Итак, у нас теперь вот такая вот комнатушечка. Здесь есть спальное место для нашего Алекса, здесь есть игрушечки, здесь есть мягкая игрушка для успокоения. Я обычно беру обычного мишку, но в этот раз я вот так вот. Единственное, что горшок у нас тут, потому что у нас, конечно, много ванн, но в этих ваннах нету места для горшочка. Вот так вот как-то получается. Так, ну что я могу сказать? Наш малыш вырос, он блондин, он хорош собой. Посмотрим, какой он будет, когда будет вырастать, на кого же он похож. На Вольфганга, мне кажется, немножечко похож, он же тоже блондин. Есть у меня, конечно, догадки есть, но думаю, что мы закончим эту серию на этой ноте. И увидеть, как подрастут наши остальные дети. Я думаю, что они все-таки в следующей серии у нас вырастут. Ну, потому что уже подошло время, что им ходить в школу, если они могут вырасти и пойти в университет. Хотя мне кажется, что Соня у нас не пойдет в университет, она пойдет сразу работать. Может быть, кто-то из взрослых уже детей от нас съедет. Но Терри точно не съедет, потому что она еще учится в университете. У нее есть здесь сын, поэтому она, скорее всего, останется у нас жить. А кто еще от нас съедет, не съедет, я пока не знаю. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.